Глава 118. Бык отвечал: «Хех, я ведь не хвалил вас, к чему говорить, помилуйте. Мы заняты пахотой, не видали, чтобы кто-то захаживал». Пэймин ответил: «Вот как». С такими словами он шагнул вперед. Но земледельцы тут же замахнулись на него мотыгами и закричали: «Раздавил!» «Раздавил?» Пэймин чуть нахмурился. «Что раздавил?» Бык ответил: «Ты раздавил посевы, что они высадили с таким трудом. Извинись». Пэймин опустил взгляд и, вооружившись терпением, произнес: «Если глаза мне не врут, это всего лишь сорная трава. Боевой генерал, привыкший проливать кровь, чтоб ты понимал». Удивленно сказал бык: «Это трава и есть посевы. Мы возделываем землю, уж нам-то лучше знать». Селянь прекрасно понял, что обитатели угодий повелителя дождя намеренно придираются к Пэймину, но даже принца невольно охватило любопытство. Так все-таки, трава или посевы, Пэймин, величественный бог войны северных земель, разве станет он извиняться перед горсткой крестьян по столь нелепой причине? Проигнорировав требование, мужчина сделал еще пару шагов вперед и, набрав воздуха, выкрикнул: «Цинь-Сюань, выходи! Твой брат встретился с небесной карой, но прогноз неблагоприятный. Может случиться несчастье». Ши Цинь-Сюань сначала твердо принял решение сидеть в хижине и не высовываться, все равно Пэймин не стал бы прорываться боем. Но, услышав такие слова, тут же воскликнул: «Что?» и выбежал наружу. Пэймин, бросив взгляд на быка, крикнул Ши Цинь-Сюаню: «Так ты в самом деле прибежал сюда?» Ши Цинь-Сюань растерянно замер, но спустя мгновение понял, что произошло, и тут же отскочил назад. «Ты меня не пугай, разве небесная кара могла прийти так скоро? И как-то слишком неожиданно. Я думал, в запасе хотя бы несколько месяцев, но тогда в столице бессмертных повелитель вот действительно в спешке покинул свой дворец, словно ему предстояло решить какое-то срочное дело». Ши Цинь-Сюань тут же сложил два пальца и коснулся виска. Это был жест для применения заклятия духовного общения, однако, уже совершив его, Ши Цинь-Сюань вспомнил, что полностью лишился магических сил. Но сейчас ему было не до расстройства по этому поводу, он сразу же схватился за селяня. «Ваше Высочество, помогите разузнать, правда ли это?» Селянь и Мин и одновременно подключились к сети духовного общения. Как и ожидалось, там все смешалось в кашу, небесных чиновников охватило крайнее беспокойство. Кажется, многие небожители собрались у Восточного моря, наблюдая за каким-то зрелищем. Слышались их возгласы: «А небеса, вот это мощь, и впрямь, водяной самодур, ННО, возможно ли такое выдержать?» Чем мощнее магические силы небожителя и чем больше количество пройденных небесных кар, тем опаснее для него становится каждая следующая. Шиуду единолично заведовал водными путями, господствовал над потоками богатства и теперь столкнулся уже с третьей небесной карой. Нетрудно догадаться, что это была за мощь. Селянь произнес: «Это правда». Путь Пэймину все еще преграждал бык, и тот не мог применить грубую силу, чтобы добраться до Ши Цинь-Сюаня, поэтому выкрикнул издалека: «Ты ведь не дитя малое, кто бы стал обманывать тебя такими вещами? И небесная кара — это не на свидание сходить, или ты думал, что можно точно высчитать день, да еще успеть переодеться в новое, а потом отправляться в путь? Она приходит без предупреждения и всегда застает врасплох. Сейчас он над Восточным морем, такие волны поднялись, что никто не может ни близко подойти, ни выбраться оттуда. Пока он бился с волнами, кто-то оповестил его, что ты сбежал. Сможет ли он, по-твоему, теперь спокойно пройти через небесную кару?» Ши Цинь-Сюань воскликнул: «Так скажи ему скорее, что я во владениях повелителя дождя». Селянь, слушая, что по этому поводу говорят в сети духовного общения, возразил: «Не выйдет. Сейчас весь регион Восточного моря, где повелитель вод проходит небесную кару, обернулся участком беснующихся магических сил. Боюсь, связаться с ним не получится из-за помех». Ши Цинь-Сюань бросился вперед. «Перенеси меня туда», — Пэймин протянул руку. «Идем», однако Мин и молниеносно оказался перед Ши Цинь-Сюанем, его лицо омрачилось суровой задумчивостью. «Мин-Сюн, что такое?» — спросил Ши Цинь-Сюань. Мин и хмурил брови и молчал, но Селянь примерно догадывался, о чем он думает и почему задержал Ши Цинь-Сюаня.
Отправиться сейчас помогать повелителю вод проходить через небесную кору. Правильный ли это поступок? Ведь если подмена судьбы, правда, повелителя вод неизбежно ждет соответствующее наказание. В таком случае, пока еще не до конца выяснилось, какова его ответственность, помогать ему подняться еще на уровень выше, действительно ли в этом поступке нет ничего предосудительного, Селянь догадался о мотивах Мин и, поскольку сам размышлял о том же. Ши Цинсюань тем временем, поколебавшись пару мгновений, все-таки испустил долгий вздох и сказал: «Мин Сюн, я премного тебе благодарен. Но как бы то ни было, это все-таки, я не могу спокойно стоять и смотреть, сначала преодолеем этот рубеж, а там посмотрим». Договорив, он подбежал к Пэймину, затем опомнился и воскликнул: «Я очень благодарен вам, ваше высочество, и ее превосходительству повелителю дождя. И быку. И всем вам. В будущем я вам отплачу». Затем двое второпях покинули владение повелителя дождя. Мин на секунду постоял на месте и направился следом. Селянь глядел им вслед, не шевелясь. Хуачен вышел из хижины, медленно приблизился к нему и спросил: «ГГ, ты не идешь?» Подумав, Селянь все же покачал головой и неторопливо ответил: «Здесь я ничем не смогу помочь. Посмотрим для начала, как они сами разрешат проблему». Ши Цинсюань, будучи непосредственным участником событий, до сих пор не придумал, как следует действовать, ему тоже приходилось нелегко. И хотя Селянь понимал, почему Шиуду поступил именно так, а не иначе, все же принц не одобрял подобных методов. Идеальным исходом стало бы добровольное признание вины повелителем вод, добровольное принятие наказания. Должно быть, Мин и тоже на это надеялся, поэтому попытался удержать Ши Цинсюаня. Но Шиуду настолько честолюбив, своеволен и деспотичен, что подобное практически невозможно. Из тех, кто столько лет просидел на таком высоком посту, никто не пожелает добровольно с него спускаться. Окажись на месте повелителя вот кто-то другой, Селянь, наверное, сразу доложил бы о преступлении чертогам верхних небес. Но подумав о повелителе ветров, который всегда относился к нему по-дружески. В момент, когда его брат оказался в опасности, принц пока что не мог так с ним поступить. Это походило бы на полное пренебрежение былой дружбой, будто бы принц решил, воспользовавшись чужой бедой, забросать камнями упавшего в колодец. Остается только наблюдать, к какому итогу они придут сами, и если окончательное решение все же окажется неподобающим. Задумавшись об этом, Селянь с долей самоиронии обратился к Хуачину: «Сань Лан, видимо, ты верно предостерегал меня тогда». Ох, ну и дела, губы Хуачена тронула легкая улыбка, и он только открыл рот, чтобы заговорить, как вдруг лицо Селяня мгновенно переменилось. Он услышал в сети духовного общения голос Линвэнь, что туда занесло несколько сотен рыбацких лодок. В такой момент Селянь потрясенно замер и растерянно проговорил: «Рыбацких лодок? Куда занесло?» В Восточное море, если ранее сеть духовного общения уподобилась каше в котле, то теперь его опрокинули на землю на корм собакам. Линвэнь не успевала никому отвечать, однако ей все же удалось сохранить относительное спокойствие. «Будьте добры, скажите, кто из богов войны как раз на дежурстве?» Старина Пэймин отозвался в сети: «Не волнуйся, я с Ши Цинсюанем уже направляюсь на место, повелитель земли тоже с нами. Пока сосчитай, сколько в точности человек попало в шторм, мы постараемся вывести их всех, не упустить никого». Линвэнь ответила: «В таком случае, благодарю вас за помощь». Его превосходительство, повелитель вод, развернул масштабное магическое поле, которое никому не позволяет попасть в область, где он борется с небесной карой. Если чиновники средних небес окажутся там, от них наверняка мокрое место останется, но божества верхних небес все же могут попытаться прорваться через заслон. Боюсь, людей туда затянуло больше 200, и вам двоим не справиться, нужен еще один бог войны. Который из их высочеств здесь? Генерал Наньян. Генерал Сюаньчжэнь, кто-то ответил ей, но ведь оба генерала наказаны строгим заточением за разрушение столицы бессмертных, сейчас их не дозваться, а Тайхуа. Его высочество Тайхуа вернулся, не вернулся. До сих пор отсутствует.
А где Цин, кто ж знает, куда он запропастился? Этот мальчишка постоянно отключается от всех сетей духовного общения и никого не слушает. Вам ведь это прекрасно известно, но какой еще бог войны, кроме перечисленных, подойдет для этой миссии? Даже посреди всеобщего беспокойства Селянь поймал себя на легком расстройстве. Неужели ореол мусорного божества настолько силен, что все позабыли о его статусе бога войны? Я здесь. Я отправлюсь туда. В Восточное море спасать рыбаков, верно? Поспешно воскликнул принц. Линвэнь ответила: «Ваше Высочество, сейчас на Восточном море поднялась крайне опасная буря, а вы утратили магические силы, что если, не страшно. Я ловил рыбу во всех 4 морях и каждый раз попадал в серьезный шторм. Мне часто приходилось дрейфовать в открытом море по 10, а то и 15 дней, так что для меня это дело привычное». Все присутствующие в сети духовного общения чиновники невольно подумали: и такое возможно. Чем же тебе еще приходилось заниматься, скажи на милость? Ситуация сложилась критическая, поэтому времени на лишние раздумья не оставалось. «Хорошо», — ответила Линвэнь. «В таком случае, надеюсь, вас это не затруднит. Генерал Пэй, окажите содействие», — Пэймин отозвался. «Хорошо». Селянь отключился от сети духовного общения, обернулся и произнес: «Сань Лан, в Восточном море». Однако, к его удивлению, повернувшись, принц увидел, что Хуачен уже надел чистые рыбацкие одежды, бросил кости, поймал их одной рукой, а другой коснулся двери и просто сказал: «Идем». Селянь было замер в недоумении, но потом тоже улыбнулся, ответил «хорошо» и последовал за ним. Дверь открылась, и за ней, вместо простого убранства хижины, раскинулся серый пейзаж. Они вышли из маленького рыбацкого домика на берегу, который чаще всего использовался для перемещения к Восточному морю при помощи сжатия тысячели. От берега разливалось необъятное, бескрайнее море. Пляж казался серым вовсе не из-за цвета песка, а потому, что и небо, и море отливали серым. Черные-черные тучи клубились, нависая над морем, даже придавливая, отчего становилось трудно дышать. Вдали над поверхностью моря то и дело поднималась огромная волна, подобная громадной высокой стене, вырастающей на ровном месте, которая затем падала и разбивалась, так же, как и устремленные в небо водяные столбы, подобные водным драконам, кружащиеся с бешеной скоростью смерчей. По небесам свирепыми кривыми линиями расползались зловещие сизые молнии. На причале стояла новенькая большая джонка. По морю нельзя передвигаться без плавательного средства, ведь если полететь по воздуху, вполне возможно получить удар молнии, поэтому придется плыть на лодке. И сама джонка, разумеется, являлась необычным транспортом. На ней уже стояли Пэймин, Ши Цинсюань и Мин. Увидев, как двое Хуайсе выходят из рыбацкого домика, генерал Пэй позвал: «Ваше Высочество». Ши Цинсюань же вздохнул: «Ваше Высочество, вы, ох. Благодарю за помощь. Мои искренние извинения». Селянь взошел на борт и ответил: «Это лишь долг моей службы». Как управлять этой лодкой, увидев за спиной принца Хуачена, который стоял с беззаботным видом, скрестив руки на груди, Пэймин предостерег: «Посторонним лучше держаться подальше, этот шторм вам не праздная забава». Сейчас Хуачен даже в скромной заплатанной одежде выглядел живо и элегантно, не дать не взять, симпатичный молодой рыбак. «Я вовсе не какой-нибудь посторонний. Я лишь сопровождаю его высочество, вот и все», — с улыбкой ответил он. Селянь подтвердил: «Он из моего дворца». Пэймин все же обнажил меч и, не желая уступать, стоял на своем, назад. Селянь не успел ничего сказать в ответ, как Хуачен с необыкновенной решимостью в голосе произнес: «Нет. В этот раз я непременно должен отправиться с тобой». Они припирались всего несколько секунд, а Ши Цинсюаню уже казалось, что прошли годы. Он обратился к Пэймину: «Генерал Пэй, с этим человеком все в порядке, давайте скорее отплывать». Пока они говорили, с небес сорвалась яркая молния и ударила в море. Вся поверхность воды озарилась изумрудным сиянием, которое то и дело сверкало, словно море обернулось огромным бьющимся сердцем и задышало.
Зрелище потрясало величием, но вместе с тем пугало. Пэймин тоже не желал больше ждать и выкрикнул: «Отплываем!». Джонка содрогнулась, послышался звук вращающихся колес и шестеренок, а затем, без какого-либо человеческого воздействия, судно само по себе отплыло от берега и на огромной скорости полетело в широкие воды моря, прокладывая путь сквозь вспышки молний и яростные волны. Однако, несмотря на шторм, Селянь, Хуачен, Пэймин и Мин и держались на палубе весьма устойчиво, и только Ши Цинцюаня качало из стороны в сторону, так что Мин и приходилось его держать. «Эта лодка сможет выдержать такие волны!» Громко крикнул Селянь. Пэймин ответил: «Такие, как сейчас, думаю, выдержит с грехом пополам». Сдюжит ли дальше, трудно сказать, лодка уже неслась невероятно быстро, из-под бортов в стороны с шумом летели вздымающиеся ввысь брызги. Но Ши Цинцюань все равно торопил: «Нельзя ли еще быстрее?» Пэймин крикнул в ответ: «Судно поглощает магические силы». Скорость и так предельная. Ши Цинцюань сжал правую ладонь, ту, в которой обычно держал веер повелителя ветров. Один взмах, и ветер поднялся бы на ровном месте, а с добрым ветерком лодка поплыла бы как минимум на треть быстрее. Но сейчас руки Ши Цинцюаня пустовали, и он невольно испустил тяжкий вздох. Тем временем Хуачен похлопал Селяня по плечу и тихо произнес: «ГГ». Селянь повернул голову, и его глаза мгновенно округлились. В 7-8 чжанах от них на волнах кружилось рыбацкое суденышко, на котором мелькали силуэты людей. Они, кажется, звали на помощь, вот только их крики тонули посреди рева моря и грохочущих молний. Рыбаки, попавшие в беду, это и есть цель их нынешнего морского похода. Жайо вылетела сквозь бурю, обвелась вокруг пояса нескольких рыбаков и забрала людей на джонку. Несчастные, когда их ноги коснулись деревянной палубы большого судна, едва не свалились от усталости, но Пэймин тут же открыл дверь каюты и забросил их туда. Когда рыбаки в следующий раз откроют эту дверь, то обнаружат себя уже на берегу. Хуачен и Селянь выловили 30-40 пострадавших рыбаков, а джонка тем временем, раскачиваясь на волнах, неумолимо приближалась к самому эпицентру разыгравшейся бури и огромных волн. Прямо сейчас немало небожителей наверняка издали наблюдали за страшным действом, а также немало простых смертных изумлялись и ужасались мощи небес. Молний, бьющих в лодку, тоже прибавлялось, их притягивал любой источник магической силы, целью становились те, у кого больше всего магических сил. Именно по этой причине, когда один небожитель переживает встречу с небесной карой, лучше всего спрятаться как можно дальше, поскольку пострадать могут даже посторонние. Ши Цинцюань стал простым смертным, магических сил Селяня хватало лишь на то, чтобы задавать вопросы в сети духовного общения, Хуачену не было нужды применять свои магические силы, поэтому он держал их при себе. Поэтому получалось, что молнии привечали одного лишь Пэймина. Уже множество раз ему пришлось отражать их удары своим мечом, и выходило это настолько ловко и умело, что Селянь восхитился его высокому мастерству. Если бы на его месте оказался какой-то чиновник средних небес, его бы не просто осыпало молниями, для небожителя не осталось бы малейшего шанса отразить удар, поэтому таких нельзя было пускать сюда. Они прорвались сквозь магическую завесу, и вскоре Ши Цинцюань вдруг вскрикнул: «Брат!». Селянь вскинул голову и увидел посреди семинаклонной черта влево 8 бьющих в небо водяных драконов в воздухе фигуру Шиуду. Он стоял со сложенной в форме креста ручной печатью, и его белые одежды неистово трепетали на ветру. Судя по его состоянию, повелитель вод все еще удерживал давлеющую позицию над волнами, однако его явно что-то тревожило, и потому положение казалось совсем нестабильным. Бешено крутящиеся водяные драконы время от времени приближались, выбрав подходящий момент, чтобы проглотить его целиком, и Шиуду множество раз едва удавалось избежать этой части. Джонке до него оставалось несколько десятков чжанов, и если бы Ши Цинцюань еще владел веером повелителя ветров, он бы мог на порядок усмирить разбушевавшуюся стихию. Но теперь он стал простым смертным, и даже его голос не простирался достаточно далеко, все, что ему оставалось, это бесполезное беспокойство. Но стоило Пэймину открыть рот, и его голос разнесся вокруг мощной волной, водяной шисюн.
Цинсюань нашелся, и едва он замолчал, Шиуду открыл глаза. В тот же миг к небесам поднялась огромная волна, которая сразу же ринулась вниз. Джонка, оказавшись высоко в воздухе, не успевала за скоростью водного потока и потому, ненадолго зависнув, начала стремительно падать на воду. Селянь, применив технику веса 1000 цзиней, крепко схватил Хуачена за руку и крикнул: «Осторожно, в общем-то, это довольно странно. Будучи явно выше принца, Хуачен мог без особого труда оторвать того от земли одной рукой. Но селяню все казалось, что он легкий, как пушинка, будто малейший недосмотр, и его унесет ветром, поэтому принц вцепился в него покрепче. А Хуачен тоже ухватился за него в ответ. Пэймин тем временем воскликнул: «Водяной Шисюн, соберись. Если не усмиришь волны, твой младший брат точно утонет по твоей вине». Шиуду увидел их лодку и услышал слова Пэймина, после чего на его лице мелькнула вспышка гнева, он сложил пальцы в иной печати, и от него словно разошлась магическая волна. Кружащиеся вокруг водяные драконы мгновенно разрушились от удара и обернулись дождем, который с шумом пролился с небес. Капли, подобно камням, загрохотали по палубе. А попадая в людей, даже причиняли легкую боль. Но когда дождь стих, буря тоже немного успокоилась. Шиуду медленно спустился с небес на палубу Джонки. Остальные после дождя промокли до нитки. Ши Цинсюань, вытирая лицо, пробормотал: «Брат». Шиуду все еще пребывал в гневе, он широким шагом приблизился и обрушился на брата с руганью: «Я сказал тебе послушно сидеть на месте, кто просил тебя сбегать, не подумав? Хочешь рассердить меня до смерти, и тогда ты будешь счастлив, да?» Ши Цинсюань на самом деле не знал, что ответить на его слова. Пока он не видел брата, очень переживал за него, а увидев, вспомнил обо всем случившемся, о той пропасти в душе, которую теперь никак не мог преодолеть. Наконец он потрепал себя за волосы и вздохнул: «Главное, что ты прошел через небесную кару. Я думаю, мне все же кажется». Однако Шиуду перебил: «Кто тебе сказал, что я прошел через нее?» Ши Цинсюань потрясенно застыл. Но разве это была не она? Пэймин, набрав в ладонь воды, пригладил волосы и произнес: «Рано радуешься. Это третья небесная кара твоего брата, разве она может быть настолько простой? Как минимум потребуется 7 дней и 7 ночей. То, что происходило только что, лишь начало представления, только и всего. В действительности, даже первую небесную кару пережить не так-то просто. По-видимому, та небесная кара, с которой в момент вознесения столкнулся Ши Цинсюань, в сравнении с другими небожителями, сделала ему большую скидку. Наверняка сам Ши Цинсюань тоже об этом подумал, поэтому его лицо снова помрачнело. Селянь, памятуя о цели их похода, задал вопрос в сети духовного общения: «Линвэнь, мы уже находимся в районе, где повелитель вод проходит через небесную кару. Не укажешь ли нам путь к рыбакам, которых затянуло в шторм?» Линвэнь ответила: «Минуту». Спустя некоторое время вновь послышался ее голос: «Проблема. Сегодня в тот морской участок затянуло 261 рыбака, и к тому же их разбросало слишком далеко друг от друга, мелкими группами, а она не успела сказать и пары фраз, как голос стал прерываться и запинаться, так что селянь не мог ничего расслышать. «Что такое?» Линвэнь, принц решил было, что его магические силы иссякли, однако, подняв взгляд на Пэймина, по его лицу понял, что с ним произошло то же самое. Они еще не успели обговорить дальнейшие действия, как селянь вновь увидел неподалеку качающиеся на волнах потрепанные суденышки и произнес: «Должно быть, из-за остаточных магических помех от начала представления заклинание духовного общения не действует. Возможно, вскоре все придет в норму». Линвэнь сообщила, что 261 рыбака разбросала по волнам, пока спасем тех, кого найдем. Разумеется, никто не стал протестовать. Пэймин сказал: «Водяной Шисюн, пока можешь пойти в каюту, передохнуть немного. Ты пережил начальную волну небесной кары, и неизвестно, когда придет следующая. Ох, и не повезло тебе в этот раз, затронул такое количество простых смертных». Шиуду, похоже, действительно немного утомился. Ответив легким кивком,
он открыл дверь в другую каюту, вошел и принял позу для медитации. Ши Цинсюань, кажется, хотел завести с ним какой-то серьезный разговор, но раз уж небесная кара еще не окончилась, сейчас он не нашел в себе сил открыть рта, проглотил слова, что вертелись на языке, и уже собирался понуро отойти в сторону вместе с Мин, и как вдруг Шиуду открыл глаза и сурово позвал: «Нечего шататься, где попало. Подойди и сядь здесь». Ши Цинсюаню пришлось присесть рядом с ним. Прошла большая часть дня, и вот уже глубокой ночью Джонка направилась вглубь Восточного моря. Сеть духовного общения все еще работала с перерывами, иногда связаться удавалось, иногда нет, но, тем не менее, они могли как-то приноровиться к этому. За все время Селянь и остальные уже спасли более 200 рыбаков. Люди привычно вышли в море за рыбой, и никто не мог предположить, что поднимется такая сильная буря, что их унесет слишком далеко от берега, только своими силами они ни за что не сумели бы вернуться обратно. Так и дрейфовали бы дни и ночи, пока, возможно, не умерли бы от жажды и голода, а потом превратились бы в высохшие на солнце трупы. Внезапная подмога поистине стала спасением от неминуемой гибели, чему рыбаки несказанно обрадовались. Неизвестно, сколько дней небожителям еще придется вот так качаться на волнах, чтобы спасти всех рыбаков. Да к тому же существовала опасность, что третья небесная кара Шиуду нагрянет в любой момент, начавшись по-настоящему. Но даже в такой ситуации Пэймин по-прежнему не изменял своим повадкам. Посреди ночи они спасли нескольких девушек-рыбачек, которые от страха выплакали все глаза. Пэймин, источая нежное внимание и искреннюю заботу, прижал бедняжек к груди и ласковым голосом утешил их, лишь после проводив до спасительной каюты. А девушки еще долго не желали его покидать, надеясь снова увидеть спасителя, когда дверь откроется в следующий раз. Шиуду после продолжительной медитации, восстанавливающей силы, выглядел уже намного лучше. Он открыл глаза и поинтересовался: «Ты разве обыкновенно не придерживался довольно высоких требований?» Молодые рыбачки находились в самом расцвете юности, однако обладали внешностью заурядной, в действительности далеко не соответствующей прежним стандартам Пэймина в погоне за красотками. И все же, пообнимавшись с женским полом, генерал Пэй так и просиял, затем усмехнулся, потирая подбородок: «Мы всю дорогу спасали заросших бородой старых рыбаков, а встретив среди них девушек, я счел их небывалыми красавицами, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Ши Цинсюань и Мин, и, послушав его, не захотели удостаивать Пэймина и взглядом. Селянь же покачал головой, ему ситуация, напротив, показалась немного забавной. Они с Хуаченом присели бок о бок, но, посидев немного, принц неожиданно обнаружил, что у него в желудке пусто. Остальным пассажирам лодки не требовалось принимать пищу, и хотя Ши Цинсюань сейчас являлся простым смертным, Селянь подозревал, что Шиуду накормил его какой-то божественной пилюлей, которая может утолить голод на несколько дней, поэтому он до сих пор не выказывал желания поесть. Кроме того, их судно не являлось простой лодкой, сделанной в мире людей для выхода в море, так что здесь наверняка не заготовили съестных припасов. Селянь поднялся, чтобы нырнуть в море в поисках пары рыбешек, но Хуачен вдруг что-то ему протянул. Опустив взгляд, Селянь увидел белоснежную мягкую маньтоу. Он вновь уселся рядом с Хуаченом и тихо сказал: «Спасибо, Сань Лан». Хуачен также тихо ответил: «ГГ, продержись пока на этом, еще немного осталось». Все так же поделив маньтоу пополам, они неторопливо принялись есть, сидя рядом. Пэймин на другом конце лодки, услышав их тихие разговоры, пригладил волосы назад и произнес: «Господа, вы что-то обнаружили? Может, покинете свой маленький мирок и поделитесь с нами?» Селянь только собирался отшутиться парой фраз, но тут внезапно нахмурился. «Вам не кажется, что кое-что здесь не так?» Мин и тоже нахмурился и поднял взгляд. «Да». Селянь поднялся на ноги. Такое ощущение, что лодка сильно замедлилась. «Магических сил недостаточно», Пэймин ответил, «это невозможно». Перед отплытием ее заполнили магическими силами до отказа, она может еще 2 дня пробегать по морям. Селянь подошел к краю джонки и оперся рукой о борт. Но мне все кажется, что лодка вдруг потяжелела, он не договорил, внезапно осекшись.
Остальные, кроме Шиуду, тоже собрались у борта с вопросом, в чем дело. В ответе не было нужды, достаточно взглянуть самим, и станет ясно. Даже в ночной темноте все еще можно разглядеть, как осадка Джонки внезапно переменилась, сделалась намного глубже. И до сих пор уходила под воду. Селянь тут же воскликнул: в дне лодки пробоина. Мы наскочили на риф. Или что-то спряталось под водой и пробило дыру. Пэймин ответил: невозможно. Разве мы могли не заметить удара о риф? И судно это не из обычных, его ничем просто так не пробить, разве только ему в голову будто пришла какая-то мысль, от которой он сразу замолчал. Мин и спросил: разве только что, Пэймин, плохи дела? Ши Цинсюань: почему дела плохи? Пэймин резко развернулся. Во владениях демона лодки тонут, едва коснувшись воды. Нас занесло в демонические края к Черноводу.